Сегодня общественность введена в заблуждение, когда речь заходит, почему не развиваются паровые технологии. Среднее мнение такое, что паровые технологии устарели и их заменили на более развитые. На самом деле это не так, ведь все атомные электростанции, подводные лодки — это и есть паровые технологии. То есть никуда они не исчезли, их просто выдрали из рук общественности в угоду властимущих. Помните фильм «Гибридные технологии», где было доведено, что мощь паровых изобретений в 1000 раз занижена и вообще нисколько не освещена? Так вот, те, кто пытался ознакомиться с данной темой, могут заметить поразительную вещь, что в публикациях «Первый паровой трактор» многие авторы противоречат друг другу, в каждой публикации указывая разных изобретателей, кто был первым и какая была первая модель парового трактора. Самые правдивые — это те, которые констатируют, когда был первый паровик, доподлинно неизвестно. А откуда это может быть известно, если патентное право, введенное в Великобритании и весьма ревностно охраняемое британскими законами, до 1800 года не позволяло никому строить самодвижущиеся экипажи с паровой силовой установкой? Также вспоминаем, что 1700 ТИ и 1800 ТИ года — это время, когда не то что горели библиотеки и архивы по всему миру, но также и целые каменные города с античными высотками. Во-вторых, нам по традиции подпихивают под видом первого трактора, дескать, непрактичного, неприспособленного, слаботехнологичного и некрасивого. И мало где пишется, что это не именно паровой трактор. Это перевозный паровой двигатель домашнего завода. От него работать могла лесопилка, мельница, домашняя ткацкая фабрика, можно использовать как генератор для добывания электричества и вообще можно модернизировать под любой вид производства на дому. То есть в позднем Средневековье люди могли себе позволить такую механическую роскошь, которой нам остается лишь завидовать. Зато людям, смотрящим в свои ладошки, внушают, что не работать на дядю, а иметь свое дело и свою собственную промышленность — это примитивность. Хотя все обстоит с точностью, да наоборот. Экономист Брайан Артур писал, в 1890 было 3 способа двигать автомобили с помощью пара, бензина и электричества. И один из них самый плохой — бензин. Но капиталисты начали развивать что? Правильно, самую бесполезную технологию и вытеснять самое нужное. В толпу вложили, что паровой транспорт медленный, что является полной дезинформацией, ведь мало кто в курсе, что паровые автомобили с успехом конкурировали с машинами с ДВС вплоть до 1930-х годов. В 1800-м паровые автомобили вовсю носились по городским улицам, развивая приличные даже по сегодняшним меркам скорости. В январе 1906 года Фред Мариот на паровичке с удивительно скромным названием «Ракета» разгонялся до 205,4 км в час. Ракета обгоняла не только любой автомобиль того времени, но и даже самолет. В следующем году прославленный гонщик разбился, опять же на паровом автомобиле. Как показало расследование, на скорости 240 км в час. В это время транспорт на бензине ползал черепашьей скоростью. От бензиновых собратьев они отличались чрезвычайной долговечностью и надежностью. Что и говорить, если до сих пор в Великобритании паровые двигатели широко используются. Могли работать на всем, что горит — угле, дровах, соломе. Плюс не забываем, котел можно разогревать и электроэнергией, которую можно получать от аккумулятора, от солнца, да и от движения самого транспорта. Инженеры того времени рассуждали, что ДВС для транспорта непригоден. Его нельзя запустить, не размыкая трансмиссию. Достаточно его притормозить, и он глохнет. ДВС не развивает достаточную тягу во всем диапазоне скоростей, и его приходится дополнять коробкой передач. А теперь посмотрите на паровую машину. Она обладает способностью автоматически приспосабливаться к дорожным условиям. Если сопротивление движению возрастает, она замедляет вращение и увеличивает крутящий момент. Если же сопротивление движению уменьшается, она вращается все быстрее и быстрее. Основным преимуществом паровых машин является то, что они могут использовать практически любые источники тепла для преобразования его в механическую работу. Паровые локомотивы неплохо показывают себя на больших высотах, поскольку эффективность их работы не падает в связи с низким атмосферным давлением. Другим преимуществом является низкое загрязнение окружающей среды. Во времена Союза на Московском автозаводе выпускался паровый автомобиль, обычный поворот ключа зажигания, и через 45 секунд автомобиль трогается с места. Еще пара минут, и он готов начать разгон до скорости 150 км в час с ускорением 2,7 метра в секунду в квадрате.
Езда на паровом автомобиле — одно удовольствие. Он движется бесшумно и плавно. Однажды в кабину такого паровичка сели Малинин и профессор Чудаков. Сели и сидят в полной тишине. Только профессор кнопки нажимает и на приборы поглядывает. Инженер поскучал и спрашивает, не пора ли в путь? «А мы давно уже едем», — отвечает профессор. Спидометр показывал 20 км в час, величину по тем временам приличную. По нашим понятиям, улицы тогда были пустынны. Но чтобы услышать шум работы парового автомобиля, даже на такой улице приходилось прикладывать ухо к выхлопной трубе парогенератора. Тут тоже требуется пояснение. Двигатель автомобиля Добль-Беслер работал по замкнутому циклу с конденсацией пара. 70 литров воды хватало на 500 километров езды. Выпускать пар на улицу приходилось лишь в редких случаях. Поэтому при хорошо сделанных механизмах в автомобиле просто ничего не могло шуметь, а из парогенератора доносился лишь шум пламени. Смотрим на дореволюционный мощный царский паровой трактор. Напоминаю, что помимо транспорта парового широко развит был и электротранспорт. Совмести эти две технологии, как в прошлом делали, и мы получаем абсолютно бестопливные безлошадники. Давайте еще немножко почитаем литературу из сети от людей, которые изучали паровые технологии, чтобы понять, все, кто не поверхностно наслышан о паровых технологиях, а изучали, все эти люди в один голос говорят, что убийство паровых технологий и неразвитие их — это притупление. По нашим понятиям, улицы тогда были пустынны. Но чтобы услышать шум работы парового автомобиля, даже на такой улице приходилось прикладывать ухо к выхлопной трубе парогенератора. Тут тоже требуется пояснение. Двигатель автомобиля Добль-Беслер работал по замкнутому циклу с конденсацией пара. 70 литров воды хватало на 500 километров езды. Выпускать пар на улицу приходилось лишь в редких случаях. Поэтому при хорошо сделанных механизмах в автомобиле просто ничего не могло шуметь, а из парогенератора доносился лишь шум пламени. Вы представьте эту картину. Машина не шумит, не гудит. Вы сидите за ней, как с книжкой у комина или как у костра, жаря шашлык, в отличие от паровых технологий. Сгорание топлива в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, ДВС, протекает при постоянно меняющихся количестве кислорода и температуре, что приводит к образованию огромного объема токсичных веществ. Легковой автомобиль за час работы вырабатывает их достаточно для гибели ни одного человека. В горелке же парогенератора все процессы протекают при постоянных и наилучших условиях, поэтому токсичность выхлопа парового автомобиля в сотни раз ниже, чем у автомобиля с ДВС. Парогенератор, превративший локомобиль в поистине уникальное транспортное средство, был разработан американскими изобретателями братьями Дабл. В 1914 году он состоял из 10 соединенных последовательно плоских змеевиков в корпусе из жаропрочной стали, типа усложненного варианта самогонного аппарата. Холодная вода из конденсатора при помощи насоса подавалась в трубку, обвивающую стенки корпуса, где немного подогревалась, а дальше поступала в змеевики, закипала и превращалась в перегретый пар. Двигатель Добла запускался всего за 1,5 минуты. Возникает вопрос, если паровые машины так хороши, почему их не ставить на трактора или, например, на самолеты? Да и вообще на все транспортные средства. Почему они не вытеснили двигатели внутреннего сгорания? Ответ так же прост, как и горек. Паровые автомобили и трактора были ликвидированы в результате сговора нефтяных компаний и крупнейших автопроизводителей. Другой причины для победы более сложного, менее мощного и менее долговечного, к тому же загрязняющего воздух ДВС, над паровым двигателем не было. Все просто. Производство автомобилей с ДВС к 1920 годам превратилось в колоссальный промышленный сектор, тесно связанный с нефтедобычей и нефтепереработкой. Автомобилестроение и нефтянка были способны задавить кого угодно, а локомобили давить было из-за чего. Паровой двигатель работает не несколько лет, как ДВС, а все 100 лет и больше. До сих пор есть аппараты, которым 2 века, а их можно до сих пор завести и ехать. И бензина ему не надо, и моторного масла. Так, глядишь, вся нефтянка могла сойти на нет. И на рубеже 1920-1930-х годов с локомобилями начались неприятности. В 1933 году английские законодатели ввели налог на грузовой транспорт, основанный на массе машины, что поставило тяжелые паровые грузовики в невыгодное положение по сравнению с карбюраторными машинами, а в 1934 году уменьшили тарифы на импортные нефтепродукты. Странным образом исчезали доступные источники необходимой для котлов воды,
придорожные колонки и резервуары, начались проблемы с поставщиками комплектующих деталей. Это вызвало проблемы со сбытом и производством, и, как следствие, финансовые затруднения. Локомобильных производителей медленно доводили до разорения, после чего их дело выкупали автомобильные компании. Затем цеха тут же закрывались, оборудование вывозили, а чертежи локомобилей прятали в архивы. А теперь вспоминаем, что такая же история была и с трамваями. В докладе советника Сената США Брэдфорда Снелла 1974 года были приведены доказательства того, что с 1936 по 1950 годы General Motors совместно с Firestone Tire, Standard Oil of California и Phillips Petroleum создавали подставные холдинговые компании, через которые скупали трамвайные линии и ликвидировали их. Применялись прямые угрозы, шантаж, обман и подкуп чиновников, использовались обширные связи руководства в правящих и банковских кругах. В итоге на смену трамваям постепенно пришли вонючие, медленные автобусы. Производителем этих автобусов были все те же General Motors. Точно так же велась борьба и с электромобилями. Так, в 2006 году в США вышел документальный фильм «Кто убил электромобиль?», рассказывающий о появлении, использовании и провале электромобиля в США. Фильм раскрывает роли автопроизводителей, нефтяной промышленности и правительства США в ограничении разработок и распространении электромобилей. Эта история поразительна тем, что электромобили, изымавшиеся разными средствами у владельцев, выкуп, рекламации и так далее, уничтожались, в частности, на заводах GM. Между прочим, и паровой автомобиль конкуренты убивали не один раз. Появление все более совершенных локомобилей в середине XIX веке в Англии очень встревожило извозчичьи компании, железнодорожников и владельцев грузовых барж. Значительная часть грузов в этой стране перевозилась по рекам и каналам. Уже в 1831 году под их прямым давлением пользование локомобилями было обложено высокими пошлинами и введено ограничение на их передвижение по общественным дорогам. А в 1865 году парламент принял Locomotive Act — закон, ограничивающий скорость движения 6 милями в час, в городах — 3, и требующий, чтобы перед самоходными машинами шел человек, размахивающий красным флагом и дующий в сигнальную дудку. Аргументация противников автотранспорта была железной: машины, мол, слишком быстрые и представляют угрозу для пешеходов. Закон был отменен в 1896 году, после появления автомашин с ДВС. Бороться с ними железнодорожникам и речникам было не под силу. Но паровики сопротивлялись, и даже в той же Англии пережили своего рода ренессанс популярности в 1920-е годы в связи с удорожанием бензина. Однако набравшие силу конкуренты, уже не речники с железнодорожниками, а автоконцерны и нефтяные компании, не дремали, и в середине 1930-х звезда локомобилей закатилась. В США братья Беслер поставили паровой двигатель на самолет. 12 апреля 1933 года американские изобретатели, братья Джордж и Уильям Беслер, совместно с инженером Натаном Прайсом продемонстрировали широкой публике вполне обычный с виду самолет под названием Airspeed 2000. Хотя самолет представлял собой просто переделанную классическую модель биплана, начинка его была весьма необычной, потому что пропеллер приводился в движение паровым двигателем. Двухцилиндровый V-образный паровой двигатель выдавал 150 лошадиных сил, 10 галлонов воды хватало примерно на 600 километров полета. Самолет имел огромное количество преимуществ перед машинами с ДВС. Во-первых, мощность двигателя не зависела от высоты полета и степени разряженности воздуха. Это было вечной проблемой бензиновых или дизельных двигателей. Если на небольшой высоте паровой двигатель и уступал в мощности двигателю внутреннего сгорания, то на высоте свыше 2000 метров давал последнему немалую фору. Во-вторых, самолет был совершенно бесшумным, только свист пропеллера. Это было неоценимым плюсом с точки зрения незаметности самолета во время боевых действий. Во всех газетах того времени промелькнула фраза о том, что когда пилот разговаривает с пассажиром, их беседу можно услышать на земле. А еще простота конструкции, отсутствие необходимости в дорогостоящем топливе и маслах, экономичность, большой ресурс. Особенно была отмечена способность самолета к реверсивному ходу и быстрому торможению. Когда Airspeed 2000 приземлялся, пилот включал реверс, и пропеллер, вращаясь в обратную сторону, почти мгновенно и мягко, в отличие от тормозов на шасси, останавливал машину.
Самолеты с ДВС на тот момент на такие трюки были не способны. Airspeed 2000 вполне успешно эксплуатировался на службе в почтовом ведомстве США, но продолжение идея не получила. Самолет Бислеров летал до 1936 года, после чего следы его теряются. Энн Прайс впоследствии предлагал свои идеи паровых авиадвигателей фирме Lockheed, но был отвергнут. Кроме братьев Беслер, паровой самолет примерно в те же годы сделал Харальд Джонстон. Статья в сборнике работ «Развитие паровых автомобилей и летательных аппаратов». По полученной из надежных источников информации, в пригороде Берлина в обстановке особой секретности на протяжении многих месяцев строится самолет, приводимый в движение паровым двигателем. Руководителем проекта является Гер Хютнер, ведущий инженер электростанции Клингенберг. После опубликования технико-тактических характеристик летательного аппарата в газете The Daily Telegraph чешский корреспондент, получивший доступ к этой информации, был арестован в Берлине. Казалось бы, где как не в Советском Союзе, свободном от диктата нефтяных и автомобильных магнатов, стране с плановой экономикой, наладить выпуск машин с паровым двигателем. Ведущие специалисты НАМИ, знакомые, естественно, с разработками Добла, в 1935 году предложили советскому правительству начать работы по разработке паровых автомобилей, тракторов и бронетехники. Однако их призыв остался без ответа. В 1938 году НАМИ все-таки получил задание начать разработку таких машин, но не получил финансирования. В 1949 году Ярославский автозавод выпустил пробную партию грузовика НАМИ-012, паровой двигатель которого работал на дровах для отдаленных лесодобывающих районов. Машина показала довольно высокие характеристики, но в серийное производство ее от чего-то не пустили. Разработанные в начале 1950-х грузовики НАМИ-0125, работавшие как на твердом, так и на жидком топливе, и НАМИ-012Б, работавшие только на жидком топливе, так и остались проектами, хотя были весьма перспективны. Объяснение этому решению найти трудно. В СССР занимались и разработкой установки паровых машин на самолеты, тоже крайне перспективным направлением, не получившим развития в мире из-за противодействия авиастроительных и нефтяных компаний. Кстати, еще в 1934 году группа студентов Московского авиационного техникума спроектировала в качестве дипломной работы паровой авиационный двигатель для учебного самолета У-2. В 1939 году авиаинженер-двигателист П. Дусь даже выпустил книгу «Паровой двигатель в авиации», но советское руководство этой темой не заинтересовалось, хотя самолет с таким двигателем летал бы совершенно бесшумно и имел бы огромный потолок. То есть СССР мог бы получить бесшумные высотные истребители, бомбардировщики и транспортники и получить громадное преимущество над авиацией противника в грядущей войне. Почему же в независимом от проклятых империалистов СССР не начали серьезно работать над паровыми двигателями, хотя локомобили малыми сериями делали в Брянске, на дореволюционном заводе Мальцова с 1873 по 1957 год? Тут мы вступаем в сферу догадок, доказательств никаких нет. Но все же можно предположить, потому же, почему и на Западе. Советская экономика 1930-х годов зависела от поставок западной техники и оборудования, и советским начальникам иностранные партнеры наверняка объяснили, не надо никаких локомобилей. Тем более, что в 1930-40-х годах в Москве жил знаменитый красный миллионер, американец А. Хаммер, связанный как с нефтяной, так и с автомобильной промышленностью США. Он создал нефтяную компанию Occidental Petroleum, а также лоббировал строительство Горьковского автозавода фирмой Ford. Ему, другу Ленина и Сталина, было легко объяснить красным директорам, что ДВС куда лучше парового двигателя. После нефтяного шока, 1974 год, локомобили начала было выпускать шведская фирма САП, но что-то у нее не заладилось. В Великобритании сейчас паровыми автомобилями занимается маленькая компания Briton. Steam Car Challenge. Ее Inspiration, кстати, рекордный автомобиль, его максимальная скорость составляет 273,6 км в час. Еще Mercedes-Benz производит малыми сериями маневровые локомобили Юномаг. Да, в Башкортостане, в селе Михайловка, фермер сам смастерил паровой трактор «Орлик» и выложил рекламный ролик в интернете. А в Великобритании ежегодно проводят соревнования старинных локомобилей. И все.
А ведь история мирового машиностроения в случае развития паровой техники могла бы пойти совершенно другим путем. В частности, человечество было бы избавлено от диктата нефтяных гигантов. И с экологией в городах дело обстояло бы несравненно лучше.